Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим котлеты из молодой капусты. Капустные котлеты получаются очень вкусные и сытные, а приготовить их не составит особого труда. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Примерно 700-граммовый качан капусты разрезаем на несколько частей. В кипящую воду немного солим и кладем в нее нарезанную капусту. Кастрюлю накрываем крышкой и варим капусту 3-4 минуты. Отваренную капусту перекладываем на дуршлаг для того, чтобы стекла вода. Когда капуста немного остыла и с нее стекла лишняя жидкость, шинкуем ее ножом, оставляя кочерышку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Нарезанный лук обжариваем в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. 50 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем нашинкованную капусту, обжаренный лук, натертый сыр. Сюда же разбиваем одно яйцо. Немного солим и перчим. В конце добавляем примерно 5 столовых ложек муки. Все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты. Для того, чтобы легче было формировать котлеты, руки немного смачиваем водой. Одна котлета – это примерно 1 столовая ложка капустной массы. Котлеты кладем на раскаленную сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. После того, как котлеты подрумянились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону и накрываем крышкой. Тушим под крышкой примерно 3-4 минуты. Также на моем канале есть и другие рецепты из капусты, смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Готовые котлеты подаем на стол. Лучше всего подавать такие котлеты горячими и со сметаной. Котлеты из молодой капусты получились ароматными, нежными и очень вкусными. Такие котлеты можно подавать не только как самостоятельное блюдо, но и как гарнир к мясу. Если вам понравился рецепт таких котлет, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.